Это история об одной несуществующей ходячей проблеме. История о настолько жалком существе, что в ее правдоподобность тяжело поверить. Никто не знает, откуда эта история появилась. Посему нарекается либо паста, либо выдумкой, чтобы на жалости людей заработать денег. История на самом деле достаточно длинная, возможно, забыл что-то важное, но постараюсь не упустить всех ключевых событий. Начнем историю, пожалуй, лет с 5. Проблема родилась полом мужским, но психологически, включая ощущение своего тела, почему-то воспринимала себя как женщину. Но на то она и проблема, поэтому наперекор себе же максимально пыталась соответствовать мужчине. Получилось, правда, на уровне омешки, поэтому уже можно было предвидеть, что социально будет крах. Но для настоящей проблемы этого мало, поэтому вместе с этим была и высокая похоть. Да, прям с 5 лет. Это же все-таки просто история, верно? Так вот, желание секса со столь ранних лет было уже велико достаточно, чтобы, смотря на каждого ровесника, их родителей, учителей, да и не только, обязательно представить секс с ними и каким-то полом здесь не ограничивалось. Находясь уже на тот момент под всевозможными осуждениями, проблема не осведомляла кого-либо об этом, чтобы этот градус не стал еще выше. В итоге она просто пыталась удовлетворить себя самостоятельно. Разумеется, в попытках соответствовать женщине. Так оно и будет продолжаться еще долго, возможно, и по сей день, кто знает. Те, кто несли ответственность за проблему перед государством, очень негодовали от своей ноши. Она их невероятно тяготила. Их и на то тяжелую жизнь превратила в невыносимую. К сожалению, они были очень ограничены в своих возможностях по отношению к ней, ведь иначе государство могло их покарать. Как-то так свезло, что эта парочка обладала прекрасно дополняющими друг другу навыками. Поэтому, пускай им все так же приходилось нести эту ношу, но они не упускали возможности воспользоваться ею для себя. Один постоянно демонстрирует свою доминацию, избиение до паралича конечностей, удары по голове при первом же поводе. Разумеется, никуда и без напоминаний словами, что она не более чем обуза, которая паразитирует за счет них. Поэтому она обязана все это терпеть. Разумеется, это все было публично, включая случайных людей, одноклассников, и родственников и друзей пекунов, чтобы наш объект ни в коем случае даже не имел возможности задуматься о том, что где-то он может быть в безопасности, чтобы ни в коем случае не смел даже подумать о том, что он заслуживает чего-то, кроме насилия в свою сторону. Ведь наш объект — это проблема, а проблемы нужно устранять. В качестве меры безопасности, чтобы проблема не вышла из-под контроля, выступал второй опекун. Он не совершал физического насилия, не унижал публично, прямая агрессия была редким явлением, эту роль уже заняли. Второй опекун постоянно выказывал невероятное разочарование, что как же им не повезло иметь дело с проблемой. Почему проблема такая проблема? Почему она стремится так отяготить их жизнь? Почему же она не может быть куда легче? Защищала каждый акт насилия первого опекуна, оправдывая его. Особенно запоминающимися событиями для проблемы было слышать, как второй опекун сексуально удовлетворяет первого. Помимо первых двух, даже постоянно повторяла, что только они ценят проблему, только не дадут ей крышу, только не дадут ей еду, только они сделают все для нее. И, по крайней мере, сознательно проблема не верила в это, не могла поверить. Но реалии были недалеки от правды, ведь никто не соглашался позволить ночевать проблеме у них. Кому не расскажи, перед кем не побьют, каждый говорил проблеме, что она этого заслуживает, за то, что она проблема. Большой удачей было получить хотя бы маленький леденец от доброго пенсионера, жившего неподалеку, ведь и едой никто делиться с проблемой желания не выказывал. Возвращаясь к социалочке, проблема будущая Мешка нередко вступала в драки, даже с теми, кто элементарно старше. Унижали проблему очень много, а ответить больше было и нечего. Тем более против многократно превышающего количества существующих людей, в отличие от нашей несуществующей проблемы. И уже тогда у нее закрепился межский статус и во взаимодействии с женским полом, чего стоит только та небольшая часть этой истории, когда в качестве знака внимания главный объект вожделения проблемы ебанул ее гитарой по голове достаточно сильно, чтобы та потеряла сознание. Разумеется, есть что еще отметить, но так и конца и края не будет видно, поэтому пойдем дальше. В школе условия ухудшились, ведь помимо одного воспитателя, теперь было уже несколько учителей, которые активно напоминали проблеме о том, что ее не должно существовать. Все, что, казалось бы, относилось к другим детям, было виной проблемы. Правда, за исключением того, когда проблема делала то, за что обычно хвалят. Тогда это, разумеется, игнорировалось. Проблема разрослась и до того, что при первом поводе била других. Это, разумеется, заметили, с опекунами провели разговор, и проблему стали избивать немного реже. Все-таки проблема должна оставаться проблемой только для тех, кто лишь на документах несет за нее ответственность, верно? Затем случилась смена школы. Не то чтобы это многое поменяло. Первые 1,5 года социальная ситуация была буквально аналогичная.
Кстати, параллельно где-то в этом промежутке времени у проблемы появился доступ к интернету. Разумеется, под ограничениями времени использования и подобным. Проблема очень старалась найти кого-то за пределами своего окружения, кто не будет пытаться от нее избавиться, кто не будет ее ненавидеть. Стоит ли мне озвучивать, что, разумеется, этого так и не случилось? Ведь никому не нужны проблемы. В соцсетях, различных чатах, форумах и так далее для проблемы ситуация вообще никак не изменилась. Онлайн-игры же получилось привлечь к себе не только негативное внимание со стороны людей, но это видно заслуга пильны в виде видеоигры. Ведь как только ее убирали, люди понимали, что на самом деле наткнулись на проблему, поэтому пытались от нее избавиться для всего же человечества, полагаю, солидарности. Где-то примерно там же проблема почти лишилась сна. 4 часа в день было для нее максимум, но для нее это воспринималось лучше, чем постоянные издевательства и попытки убить ее еще и во снах, которые были до этого не один год. Пролистав чуть дальше, видеоигры закрепились как единственный инструмент социализации, и только благодаря пильне в виде видеоигры проблема получалось скрывать, кем она является. Благодаря им, наконец-то, проблема приняла участие в социализации, хотя, конечно, все так же оставалась чужой. Как и ранее, стоило лишь выйти за их пределы. Дальше снова смена школы, теперь уже включая место жительства, и вот снова проворачивать социализацию вновь. Правда, довести до этого уровня уже, конечно, не получится. Где-то параллельно с этими событиями в начале пубертата, когда проблема наконец хотя бы немного начала, хотя бы в некоторых вещах воспринимать себя соответствуя телу, одна женщина, с которой изначально контакт, разумеется, выстроился в видеоигре, которая проблема впервые осмелилась поведать о своих особенностях, вследствие чего начала ассоциироваться с безопасностью. Закуколдила ее, чтобы не забывала свое место. Так проблема окончательно потеряла ассоциирование себя с биологическим полом. В поисках решения этого вопроса в интернете нашлось только подтверждение, что она является проблемой. Где-то в 15 лет избиения прекратились. Видно, для опекунов проблема уже себя никак не окупала. Поэтому они направили все силы на психоэмоциональное насилие, чтобы проблема исчезла сама. Проблема пыталась, и не раз, но если бы у нее это получилось, разве она была бы проблемой? Спустя 2 года проблема стала настолько явной, что не хватало даже той самой пелены. Поэтому сколько бы она ни пыталась, но это все было не более чем лишнее беспокойство для тысячи людей. Чем и остается на момент известных мне событий из этой истории. Дальнейшее случившееся вызывает у меня лишь ряд вопросов. Ведь проблему засунули туда, что называют психоневрологическим диспансером. Закидывали приличными дозами галоперидола и чего-то еще, чтобы минимизировать даже исходящие от нее звуки. Там же и о ней успела позаботиться охрана. Но через неделю опекуны решают ее вытащить. Кто знает, возможно, им так не хватало объекта для насилия. Тут остается только гадать. Через полгода они совершают свою первую денежную трату в попытках наконец решить эту проблему. Идут к честному психотерапевту, несколько раз ходят. Градус их насилия ослаб второй раз. Никому не известно, что именно там случилось, известен лишь итог. Еще последующие 2 года тянутся монотонно, постоянное насилие стало ощущаться рутиной, как отвержение ее всем человечеством. Правда, под их конец проблему решили прижать сильнее обычного. Последствия случившегося удивили, опекун, отвечающий за прямую агрессию, ушел, а еще спустя годик ее оставили наедине с собой. Говорят, сделанного было достаточно, чтобы проблема так и не смогла больше кого-либо потревожить. Более чем написыванием случайным людям в интернете. Никто ее не видел, никого она не преследовала. Одной кнопки «заблокировать» было достаточно, чтобы никогда с ней больше не пересекаться. Вообще ведь какой-то бред, абсурдная не история. Раз в месяц такого никогда не могло произойти. Согласны?